Глава 1506. Побег. Эти два воина в золотых доспехах были никем иным, как двумя теневыми марионетками, вызванными с помощью талисманов первозданных доспехов Хань Ли. Каждый из них обладал до 80% силы и способностей Хань Ли, но даже в этом случае не стоило их недооценивать. Кровавая марионетка пришла в ярость, но она слишком опасалась этих золотых марионеток, чтобы преследовать Хань Ли. В противном случае она могла быть атакована только при попытке применить технику телепортации. Она взмахнула рукавами по воздуху, и порыв гнилостного малинового ветра поднялся, сметая приближающегося гигантского питона и ветреные клинки. Затем она открыла пасть, выстрелив двумя столпами багрового света, которые пробили тело двух воинов в доспехах, легко проделав большие дыры в их груди. Однако зрачки малиновой марионетки немедленно сузились при виде того, что произошло дальше. Зияющие раны на груди двух воинов в золотых доспехах зажили во вспышке золотого света, и они снова вернулись в идеальное состояние. Один из них поднял свое золотое копье, и с раскатом грома возникло около дюжины дуг золотых молний, превращающихся в полете золотых молний. Тем временем другой воин в золотых доспехах подбросил свои парные сабли в воздух, и они начали вращаться, и во вспышке золотого света появилось 5 проекций черепов. Проекции черепов одновременно открыли крыт, выпустив волну пятицветного пламени. Удивление в глазах кровавой марионетки стало еще более явным. Однако ее не смутило бы, даже если бы Хань Ли развязал эти атаки лично, не говоря уже о том факте, что эти марионетки обладали только 80% полной силы Хань Ли. Таким образом, она сделала печать заклинания, и вокруг ее тела появились точки багрового света. Затем эти пятнышки резко расширились, образуя шары малинового света. Марионетка взмахнула рукой, и шары света беззвучно устремились во все стороны. Шар света с глухим ударом врезался в дуги молнии и волну ледяного пламени, и шары света превратились в шары алого пламени. Атаки двух воинов в золотых доспехах были быстро отбиты, после чего багровое пламя полностью охватило их тело. Две теневые марионетки сопротивлялись, используя свое оружие изо всех сил, а также выпустили полоски серого света, чтобы защитить себя, но им удалось лишь немного задержать малиновое пламя, прежде чем оно прорвалось и сожгло тело двух марионеток, быстро расплавив их в 2 лужи крови. Однако кровавая марионетка не собиралась останавливаться на этом и вылетела из дворца в виде полоски алого света. Несмотря на то, что Хань Ли уже давно исчез из поля зрения, марионетку это нисколько не смутило. Пока Хань Ли все еще находился где-то в радиусе нескольких сотен километров, он все еще мог легко определять его местоположение с помощью своего духовного чутья и выследить его. Когда малиновая полоса света поднялась в воздух, Хань Ли уже нигде не было видно. Однако кровавая марионетка просто холодно хмыкнула, закрыв глаза, и сделала печать заклинания руками, распространив свое духовное чутье во все стороны. Спустя всего несколько мгновений марионетка открыла глаза и, закричав, направилась в виде полоски малинового света прямо к выходу из этого синего коридора. После нескольких вспышек полоска красного света исчезла вдалеке. На своей полной скорости кровавая марионетка действительно была удивительно быстрой. Кровавой марионетке совсем не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения, и синий проход все еще оставался нетронутым. Судя по духовному чутью кровавой марионетки, Хань Ли уже сбежал на расстоянии более 100 километров, так что марионетка не медлила перед полетом в синий проход. Как только полоска малинового света вот-вот должна была появиться из коридора, ее внезапно встретил зверский рев с раскатами грома. Кровавая марионетка испугалась, услышав это, и поспешно устремила взгляд вперед. Там над входом в синий коридор стоял адский грозовой зверь размером в несколько десятков футов, а вокруг его тела беспорядочно мигали серебряные дуги молний. Через мгновение снова грянул громкий рев, и адский грозовой зверь бросился вниз с яростью в глазах. «Невозможно!» — воскликнула кровавая марионетка от удивления и ужаса. Во дворце уже было 2 адских грозовых зверя, откуда здесь третий? Перед лицом этого грозного зверя кровавая марионетка явно не собиралась продолжать преследование Хань Ли. Ее тело сразу же вспыхнуло духовным светом, из ее тела появился деревянный талисман. Деревянный талисман сделал оборот в воздухе, выпустив луч света, который защищал его внутреннее тело. Затем кровавая марионетка сделала печать заклинания, и из ее тела вышло облако кровавого тумана, создавая дополнительный уровень защиты. Перед лицом адского грозового зверя, грозного существа на пике стадии интеграции тела, она решила применить свои самые мощные защитные техники. Только тогда у нее был шанс противостоять начальному раунду свирепых атак адского грозового зверя, а затем придумать способ спасения своей жизни бежать. Однако, как только эти мысли пробежали по разуму кровавой марионетки, вокруг нее внезапно раздалось гудение. Затем из воздуха возникла серия серебряных рун, и пространство разорвалось во вспышках духовного света. Сверкающий серебряный свет излучался по всей области, медленно формируя массивную серебряную световую формацию. Это были не что иное, как талисман 9 небесных дворцов, который Хань Ли установил заранее. Он применил какую-то секретную технику, чтобы активировать эту ловушку даже с такого большого расстояния.
На лице адского грозового зверя появилось своеобразное выражение, и он внезапно остановился в воздухе прямо над цветовой формацией. Кровавая марионетка сразу почувствовала, что что-то не так, но, взглянув на адского грозового зверя наверху, на мгновение заколебалась, а затем спустилась на землю. Однако, спустившись на несколько десятков футов, она услышала приятный птичий крик, и во вспышке серебряного света появился серебряный огненный ворон. Птица была размером всего около фута и открыла клюв, выбросив около дюжины лазурных бусин, полетевших в сторону кровавой марионетки. Марионетка узнала эти бусины, и ее сердце содрогнулось от шока, поняв, что это такое. Она только что своими глазами видела силу этих бус, поэтому определенно не хотела сражаться с их устрашающей силой. Однако с такой близкой дистанции уклоняться было уже поздно. Таким образом, ей не оставалось ничего другого, кроме как резко отскочить назад, чтобы временно увеличить расстояние между собой и этими молниеносными бусинами. Однако, без ведома кровавой марионетки, то, что она делала, привело ее прямо в область, окруженную талисманами 9 небесных дворцов, и формация немедленно активировалась. Марионетка увидела перед глазами вспышку серебряного света, и окружающий пейзаж расплылся, прежде чем она оказалась в огромном пространстве мутного белого тумана. Кровавая марионетка поспешно осмотрелась вокруг, но ее приветствовали высокие стены и здания, простирающиеся до самого горизонта. Кроме того, небо над головой было затемнено огромным пространством серебряного света. После этих наблюдений кровавая марионетка приросла к месту. Естественно, она смогла определить, что попала в ловушку довольно мощного ограничения, и маловероятно, что она сможет вырваться за короткое время. Между тем, за пределами световой формации. В тот момент, когда лазурные бусины приблизились к световой формации, они внезапно остановились в воздухе, и мерцающий вокруг них лазурный свет внезапно погас. Затем бусины полетели обратно и снова были спокойно проглочены серебряным огненным вороном. Затем птица несколько раз взмахнула крыльями и издала несколько восторженных криков, по-видимому, очень довольная собой. Адский грозовой зверь наверху также издал несколько обезьяньих криков, и серебряные дуги молний вокруг него исчезли. Вспыхнул черный свет, и адский грозовой зверь быстро сжался, превратившись в маленькую черную обезьяну ростом всего в полфута. Это был зверь плачущей души Ханьли. Увидев, что кровавая марионетка оказалась в ловушке формации, зверь плачущей души немедленно улетел прочь в виде полоски черного света. Тем временем серебряный огненный ворон сделал несколько кругов в воздухе и рассеялся в виде пятнышек серебряного пламени. На расстоянии более 100 километров Хань Ли летел по воздуху так быстро, как только мог, неся Юанья и Ян Ли в полоске лазурного света. Внезапно на его лице появилось выражение экстаза. Он скрепил рукой воздух перед собой, и с глухим ударом перед ним из воздуха возник шар серебряного пламени, превратившись в серебряного огненного ворона. Как только ворон появился, он тут же открыл пасть, выплюнув около дюжины молниеносных бусин. Хань Ли провел рукавом по воздуху, собрав молниеносные бусины, после чего огненный ворон также исчез в его теле. Созерцательное выражение появилось на лице Хань Ли, и он немного замедлился в своем полете. Спустя несколько мгновений полоска черного света приблизилась к нему издалека и приземлилась рядом с ним. Затем черный свет погас, и маленькая обезьянка, которая была зверем плачущей души, вскочила ему на плечо. Улыбка появилась на лице Хань Ли, и он погладил обезьянку по шерсти. Хань Ли стал свидетелем безупречной совместной работы зверя плачущей души и серебряного огненного ворона, благодаря тому лучу духовного чутья, который он вложил в тело птицы. Было довольно удивительно, что им удалось так легко поймать страшную кровавую марионетку, но он определенно не собирался жаловаться. Он провел рукавом по воздуху, и маленькая обезьянка также исчезла в браслете призрачного зверя, спрятанном в его рукаве, как полоска черного света. После этого Хань Ли больше не смел задерживался и изо всех сил взмахнул крыльями, и рядом с лазурным светом вспыхнул пятицветный духовный свет. Хань Ли пронесся по воздуху в виде полупрозрачной белой нити. После нескольких вспышек он бесследно исчез. Тем временем Му Цин все еще была заперта в облаке молний в подземном дворце. Перед лицом ее безжалостных атак облако молний, наконец, практически исчерпало свою силу. Седовласая красавица над зеленым прудом, фигура в малиновой мантии и марионетка пурпурной крови все еще вели тяжелую битву с клинком 5 драконов. Один гигантский клинок за другим появлялись в воздухе вокруг них, и они высвобождали бесчисленные полоски морозного света, которые уже уничтожили около дюжины сокровищ. Их положение действительно стало ужасным, и они едва держались. Черная формация наверху также была всего в 100 футах от них, и казалось, что она может упасть на них в любой момент. Призрачные солдаты, которых ранее вызвала седовласая красавица, вступили в бой с полноценным призрачным существом под командованием марионетки в малиновых доспехах. Объединив силы, призрачные солдаты одержали решающую победу и полностью захватили призрачное существо высокого ранга. Марионетка в малиновых доспехах сделала печать заклинания, но на ее лице было нерешительное выражение. Казалось, что она хотела что-то сделать, но в то же время не решалась.
В этой крайне хаотической ситуации золотая формация над зеленым прудом наконец раскололась, и изнутри снова хлынул белый духовный туман. Из пруда раздался длинный крик и вспыхнул черный свет, после чего появилась высокая и широкая человекоподобная фигура. Глава 1507. Формация иньского перевоплощения. Примерно через час из области, охваченной черным световым барьером, внезапно разразилась серия оглушительных ударов. Затем световой барьер начал дрожать, и из-под земли разразилась серия безжалостных взрывов. Затем взорвалось несколько толстых столбов света в радиусе нескольких километров, в центре, рядом с меньшим дворцом над землей, и в результате вся земля в этой области полностью рухнула. Дворец полностью рухнул, и на его месте образовался массивный кратер. Рядом с кратером появилось несколько продольных трещин шириной в несколько десятков футов и протяженностью почти 10 километров. Внезапно из кратера послышался яростный рев, и изнутри вылетело несколько шаров духовного света. Один из световых шаров опередил другие более чем на 1000 футов. В мгновение ока все шары духовного света достигли синего коридора, покинув черный световой барьер, улетели прочь. В этот момент внезапно вспыхнула битва между шарами духовного света, которые отставали от первого. Все они атаковали друг друга, неуклонно преследуя этот световой шар на передовой. Один из шаров света внезапно дрогнул и, покинув поле боя, улетел в одиночку в другом направлении. Таким образом, вокруг черного светового барьера воцарилась тишина. Хань Ли мчался по воздуху с двумя женщинами, осторожно используя свое духовное чутье, чтобы внутренне исследовать метки на своем теле. К счастью, метки по-прежнему не подавали признаков активности. Только тогда Хань Ли почувствовал себя немного более уверенно, но пока не мог позволить себе вздохнуть с облегчением. Он знал, что демонические монархи явно были заняты какой-то другой важной проблемой, поэтому у них не было времени преследовать его. Как только они завершат поставленные задачи и вспомнят о Хань Ли, они активируют выслеживающие метки в его теле, и после этого он не сможет подавлять их. Таким образом, Хань Ли не собирался продолжать такое бегство. Пройдя почти 1 миллион километров, впереди показалась группа холмов, окутанных плотным слоем иньской ци. Хань Ли на короткое время задумался, а затем спустился с двумя женщинами вниз, растворившись в черной иньской ци после нескольких вспышек. Холмы не были такими мрачными и пустынными, как предполагал Хань Ли. Помимо коротких серых кустов и кустарников, росших на ухабистой местности, здесь было даже несколько видов высоких деревьев. Кора на этих деревьях была довольно тусклой, но они были чрезвычайно пышными, а ветви и листья охватывали почти половину холмов в этом районе. Хань Ли еще некоторое время летел сквозь черную ци, пока не остановился на одном из холмов. Он пронзил своим духовным чутьем окружающую местность и, убедившись, что поблизости нет могущественных призрачных существ, немедленно пошевелил рукавом, чтобы призвать маленький золотой меч. Маленький меч качнулся, превратившись в несколько полос золотого света, которые яростно упали на скалу. После серии глухих ударов в скале была вырезана большая пещера, и полосы золотого света велись в пещере, как группа духовных змей. Хань Ли стоял перед пещерой, заложив руки за спину, и примерно через 5 минут маленький золотой меч вернулся к нему. Хань Ли слегка изменился в лице, перевернув руку, достал стопку маленьких флажков разных цветов. Он подбросил флаги в воздух, и они исчезли в пещере в виде полосок разноцветного света. Затем из пещеры вырвался поток, казалось бы, обыкновенного черного тумана, идеально слившись с расположенной поблизости иньской ци. Хань Ли махнул рукой в сторону полосы лазурного света, позади него вошел в пещеру, которая только что была вырезана. Полоска лазурного света несла с собой обеих женщин, и они также медленно исчезли в черном тумане. Самая глубокая часть этого временной пещерной резиденции была не очень большой, всего лишь чуть более 100 футов в радиусе. Однако она была расположена прямо в центре холма, поэтому был очень глубокой и незаметной. Хань Ли появился в конце каменного туннеля и сел, скрестив ноги, в центре импровизированной пещерной резиденции. Обе женщины тоже были перенесены сюда лазурным светом, и их осторожно положили на землю. Лазурный свет исчез в мгновение ока, но глаза двух женщин все еще были плотно закрыты, и они оба оставались в бессознательном состоянии. Хань Ли не нашел в этом ничего удивительного. Эти малиновые нити явно были чрезвычайно зловещими предметами, и ему пришлось насильственно ввести в их тело свою божественную дьявольскую молнию, чтобы как можно быстрее избавить их от этих малиновых нитей. Вдобавок ко всему, эти две женщины сами обладали полупризрачными телами, поэтому они, естественно, не могли справиться с мучительной болью от его божественной дьявольской молнии, что пронзило их тело. Конечно, это также во многом было результатом того, что эти две женщины не обладали достаточно сильными физическими телами. Если бы у них были такие могущественные тела, как у Хань Ли, они бы с легкостью избавились от этой боли. Однако, видя, что Хань Ли был готов использовать этот метод, чтобы избавить их от алых нитей в первую очередь, он был уверен, что сможет вывести двоих из бессознательного состояния после этого.
Из его рук вспыхнул духовный свет, и на его ладони появилось около дюжины тонких и длинных серебряных игл вместе со стопкой лазурных талисманов. Он поднял руку, и серебряные иглы вылетели наружу, проникая в тело двух женщин, так что только половина игл осталась открытой. Две женщины так и не проснулись, но на их лицах появилось выражение боли. Однако Хань Ли, не обращая внимания на их реакцию, спустил лазурные талисманы к двум женщинам в виде полоски лазурного света. По мере того, как лазурный духовный свет мерцал вокруг их тел, боль на лицах двух женщин постепенно уменьшалась, и цвет их лица значительно улучшился. Затем Хань Ли сделал печать заклинания, заставив лазурный свет проникнуть в тело двух женщин. Когда он наложил печати заклинания, серебряные иглы также начали нежно и ритмично дрожать, вспыхивая серебряным светом. Хань Ли выдохнул, взмахнув рукой, и серебряный свет вспыхнул от двух тел женщин, и серебряные иглы полетели назад, исчезнув в его рукаве. После всего этого Хань Ли сказал спокойным голосом: «Пора просыпаться». Голос Хань Ли был не очень громким, но он высвободил свою способность шипа духовного оглушения, когда говорил. Конечно, он использовал лишь малую часть силы этой способности, так что ее было достаточно, чтобы разбудить их, не нанося вред их духовному чутью. Юань-Я застонала, и длинные ресницы затрепетали, после чего она открыла глаза с дезориентированным выражением лица. Затем ей в голову пришла мысль, и она сразу же села с шоком на лице. «Брат Хань». Выражение лица Юань-Я значительно смягчилось при виде Хань Ли, и она уже собиралась что-то сказать, как вдруг Хань Ли махнул рукой, перебив ее с мрачным выражением лица. «Если тебе есть что сказать, оставь это на потом, а сейчас лучше проверить, нет ли в твоем теле остатков малиновых нитей». Выражение на лице Юань-Я сразу же стало серьезным, и она кивнула, а затем скрестила ноги, закрыв глаза. Спустя несколько мгновений Ян Ли также проснулась и получила те же инструкции от Хань Ли. Через некоторое время обе женщины вздохнули с облегчением и снова открыли глаза. «Малиновые нити полностью удалены из наших тел. Спасибо, брат Хань. Если бы не ты, моя младшая боевая сестра, и я никогда бы не смогли выбраться из этой кошмарной ситуации», — сказала Ян Ли. Она с благодарностью поклонилась Хань Ли. До того, как потерять сознание, они не могли управлять своим телом, но могли понимать происходящее. Таким образом, после того, как на них были наложены ограничения, две женщины были переполнены ужасом, думая, что они превратятся в бездумных рабов на всю оставшуюся жизнь. К их большому удивлению и восторгу, Хань Ли все же смог спасти их в такой ужасной ситуации. Ян Ли не знала, как Хань Ли удалось совершить этот почти невозможный подвиг, поскольку она уже потеряла сознание в тот момент, но это должен был быть чрезвычайно опасный процесс. Таким образом, ее слова благодарности были весьма искренними. Юань-Я также поклонилась вместе с Ян Ли. Хотя она ничего не сказала, благодарность в ее глазах была очевидна. «Нет нужды благодарить меня. Спасая вас двоих, я получаю выгоду и для себя. Мне удалось насильственно подавить на время метки на моем теле, но демонические монархи могут в любой момент активировать метки, поэтому мне придется попросить вас посмотреть, хватит ли инской ци в этой области, чтобы помочь мне избавиться от меток». Выживание Хань Ли зависело от того, сможет ли он удалить эти метки со своего тела, поэтому он сразу же поднял этот безотлагательный вопрос. Обе женщины переглянулись, услышав это, и стали осматривать свое окружение, проверяя инскую ци в этом месте. Через некоторое время Юань-Я повернулась к Хань Ли и спросил: «Инской ци здесь не так много, как хотелось бы, но у нас есть 70% шанс избавиться от меток. Не думаешь, что нам лучше найти другое место с более обильной инской ци или мы рискнуть здесь?» 70%. Этого уже достаточно. Скорее всего, у нас не будет достаточно времени на поиски более подходящего места. Эти демонические монархи уже знают, что я все еще жив, и как только они закончат свои дела, они обязательно активируют эти метки слежения и придут за мной, решительно ответил Хань Ли после короткого момента размышлений. Обычно он был довольно консервативен и не любил рисковать, но если нужно было пойти на риск, то колебаться он определенно не собирался. Янь Ли выразила одобрение, сказав: «Хорошо, моя младшая боевая сестра, и я немедленно создадим формацию инского перевоплощения и воспользуемся силой этой формации, чтобы собрать как можно большее количество инской ци за короткое время. После мы должны объединить наши силы, чтобы уничтожить эти метки». Было совершенно ясно, что она также придерживалась мнения, что им следует рискнуть здесь, а не искать другое место. Юань-Я колебалась немного больше, но быстро прогнала свою нерешительность и тоже согласно кивнула. Время имело значение, поэтому все трое, естественно, не собирались больше откладывать. Достигнув соглашения, они поднялись в воздух на небольшую высоту во временном жилище в пещере. Ян Ли окинула взглядом окрестности и немедленно подняла руку.
Инские ветры внезапно сошлись в ее ладони, а затем в мгновение ока превратились в маленький серый флаг. Она подбросила флаг в воздух и одновременно начала что-то скандировать. Флаг начал вращаться в воздухе и испускать бесчисленное количество серых инских нитей, которые танцевали в воздухе по ее велению. Хань Ли прищурился и осмотрел небольшой флаг в воздухе. Бесчисленное количество инских нитей внезапно сошлись, образуя острый прямой шип, указывающий в определенном направлении. Он был нацелен на другой ближайший холм. Нашла. Это должно быть то место поблизости, где больше всего инской ци. Это наиболее подходящее место для создания ядра нашей формации, объявила Янли. Глаза Юанья загорелись, услышав это, и все трое поспешно полетели к ближайшему холму. После этого Хань Ли отошел в сторону, чтобы отразить нежелательных злоумышленников, в то время как две женщины начали строить формацию. Формация заняла такую обширную территорию, которая охватывала весь холм внизу. Хань Ли смотрел на формацию, которая постепенно обретала форму, и на его лице появилось задумчивое выражение, рассеянно поглаживая подбородок. Глава 1508. Уничтожение меток. Спустя 2 часа две женщины все еще строили формацию, и даже обычно спокойный и стойкий Хань Ли начал немного беспокоиться. В конце концов, время не было роскошью, которую он в настоящее время мог себе позволить, поскольку демонические монархи могли активировать метки слежения внутри его тела в любой момент. Тем не менее, Хань Ли сам был достаточно опытен в искусстве создания формаций, поэтому он знал, насколько сложно создать эту гигантскую формацию. Таким образом, он заставил себя подавить настойчивость и беспокойство в своем сердце, молча ожидая в воздухе. Примерно через полчаса две женщины прилетели к Хань Ли. Янь Ли широко улыбнулась и сказала: «Брат Хань, формация готова. Теперь мы можем собрать инскую ци, чтобы уничтожить метку в своем теле». Хань Ли был в восторге от этого, и он как раз собирался ответить, его лицо внезапно побледнело, и он вздрогнул, покрыв свое тело слоем лазурного света. Обе женщины испугались, увидев это. Золотой свет вспыхнул вокруг тела Хань Ли, он выпрямился, но на его лице было мрачное выражение. Кто-то активировал одну из меток слежения, хотя я не знаю, кто именно. Духовное давление, исходящее от его тела, начало хаотично колебаться, и две женщины с беспокойством переглянулись между собой. «Все в порядке, я все еще могу скрыть метки. Как только мы их уничтожим, все будет в порядке», — сказал Хань Ли, заставляя себя улыбнуться. «Ты прав, брат Хань». «Тогда давай начнем прямо сейчас», — сказала Юанья, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. «Конечно. Однако, прежде чем мы начнем, я должна кое-что сказать тебе, брат Хан. Этот секретный метод втягивания инской ци в свое тело предназначен для использования на призрачных культиваторах и призрачных существах. С твоим человеческим телом этот процесс, возможно, будет происходить мучительно болезненно, и если ты не будешь осторожен, ты можешь даже потерять сознание от боли. Если ты потеряешь сознание, ты не сможешь направить инскую ци в свое собственное тело, и все наши предыдущие усилия будут напрасны. Ты понимаешь, что я имею в виду, брат Хань?» Предупредила Ян Ли с серьезным выражением лица. «Мучительная боль, ты говоришь?» «Возможно, я не годен ни для чего другого, но я довольно уверен в своем теле», — небрежно усмехнулся Хань Ли. Хань Ли нисколько не преувеличивал. Его физическое тело достигло невероятно мощного уровня. Он освоил несколько типов секретных техник усовершенствования тела, а также усовершенствовал свое тело с помощью многих редких духовных лекарств. Он мог просто игнорировать боль, мучительную для других. Янь Ли кивнула при виде уверенного выражения на лице Хань Ли и немедленно повела его к ядру формации, то есть к вышеупомянутому холму, где инская ци была в изобилии. На вершине холма было небольшое плато размером чуть более 100 футов, и в центре большой формации была еще одна небольшая формация. Все трое вошли в небольшую формацию бок о бок, и Хань Ли сел, скрестив ноги в центре, а две женщины сели по обе стороны от него. Хань Ли медленно закрыл глаза, и две женщины в унисон открыли рты, выплюнув по черной бусине каждая. Бусины сделали круг в воздухе, разлетевшись в разные стороны, выстраиваясь в прорези, которые были заранее подготовлены по обе стороны формации. После этого обе женщины одновременно сделали печать заклинания руками, запечатали руки, и из формации раздался слабый звенящий звук. Вспышки черного света возникли вокруг формации, а затем расплылись наружу. Внезапно вся массивная формация вокруг холма была активирована. Шары инской ци поднялись в небо из многих мест на формации и стали быстро вращаться в воздухе, образуя массивный вихрь на высоте более 1000 футов. Вихрь был настолько огромен, что охватил даже большую площадь, чем массивная формация внизу, создавая довольно устрашающее зрелище. Из вихря вспыхнул мощный всплеск всасывающей силы, и чистая инская ци в воздухе, а также глубоко под землей, бешено хлынула к черному вихрю.
В результате вихрь расширился еще больше, что позволило ему привлечь инскую ци с еще большей площади. Если бы Хань Ли открыл глаза и посмотрел в небо в этот момент, он стал бы свидетелем того, как шары черного света быстро вращались в центре вихря, сокрушая инскую ци вокруг и сливая ее воедино. В самом центре водоворота медленно обретал форму угольно-черный шар. Из черного шара просачивалось невероятное духовное давление, и казалось, что он обладал невероятной мощью, которая могла в любой момент обрушиться на весь вихрь. Юань Яо и Ян Ли тихо произносили непонятные заклинания, постоянно создавая серию ручных заклинаний, бросая одну печать заклинания за другой к небольшой формации, в которой они находились, тем самым заставляя вихрь наверху еще больше ускориться. Только за этот короткий промежуток времени вихрь уже втянул ошеломляющее количество инской ци. В этот момент со всех сторон раздался призрачный вой. Казалось, бесчисленные призрачные существа были привлечены вихрем и приближались к ним. Юань Яо слегка нахмурилась, услышав это. Несмотря на то, что она не могла ощущать поблизости каких-либо особенно могущественных призрачных существ, нападение такого количества призрачных существ на их формацию было определенно не до смеха. Казалось, что они недооценили привлекательность такой чистой инской ци для этих призрачных существ. Прежде чем у нее появилась возможность подняться на ноги и отправиться убивать призрачных существ низкого ранга, Хань Ли внезапно пошевелила рукавом, призвав браслет для хранения с духовным зверем. Браслет сделал круг в воздухе, и изнутри вырвалась полоска золотого света и шар черного света. Затем свет погас, раскрыв маленькое животное, похожее на леопарда, и маленькую черную обезьяну. Это были никто иной, как зверь плачущей души и киринский леопард. Как только оба зверя появились, зверь плачущей души превратился в огромную обезьяну, более 100 футов в высоту, а затем выпрыгнул из формации. Тем временем киринский леопард качнулся, вызвав около дюжины остаточных изображений, и исчез в мгновение ока. Юань Яо слегка запнулась, увидев это, но Ян Ли просто улыбнулся и сказал: «Будь спокойна, младшая боевая сестра Юань. Брат Хань смог спасти нас от демонических монархов, поэтому его способности, безусловно, намного превосходят наши, и он определенно сможет дать отпор этим призрачным существам низкого ранга. Они не смогут нарушить нашу формацию». «Ты права, старшая боевая сестра, похоже, я слишком усложнила», ответила Юань Яо с облегченной улыбкой. «Ты слишком переоцениваешь меня, фея Ян, но с этими призрачными существами низкого ранга действительно не смогут нам помешать», с улыбкой ответил Хань Ли, не открывая глаз. В этот момент вдалеке внезапно раздался грозовой рев обезьяны, и все призрачные вопли в том направлении внезапно прекратились. Напротив, с другой стороны раздались бесчисленные вопли боли, наполненные ужасом. Вскоре призрачные вопли удалились, и все стихло. «Похоже, твои духовные звери поистине необыкновенны, брат Хань. Подумать только, они с легкостью разобрались с этими призрачными существами», удивленно проговорила Ян Ли. Она была уверена, что эти призрачные существа определенно не сравнятся с двумя духовными зверями, но все же была удивлена, что они так быстро разобрались с ними. Хань Ли просто улыбнулся, не говоря ни слова. Киринский леопард, скорее всего, убил только небольшую часть призрачных существ и отпугнул остальных, но все призрачные существа на стороне зверя плачущей души, скорее всего, уже были съедены им. Через некоторое время Хань Ли сказал: «Я уже подготовил свои меридианы для притока инской ци, и похоже, что мы уже собрали достаточно инской ци, так что давайте начнем». Пока только один демонический монарх активировал метку отслеживания, но если активируют еще несколько, я больше не смогу их подавить. Янь Ли взглянула на водоворот, прищурившись, и сказала торжественным голосом: «Действительно пора. Начнем, младшая боевая сестра Юань». Юань Яо кивнула в знак согласия с серьезным выражением лица. Таким образом, черный свет вспыхнул из рук двух женщин, и каждая из них достала небольшой черный флаг длиной около дюйма, а затем они одновременно бросили их по обе стороны формации. Два флага немедленно превратились в пару гигантских флагов, оставшихся за пределами небольшой формации. Затем две женщины одновременно сделали печать заклинания руками, и сверху сразу же послышался громкий рокот. Массивные черные шары внутри вихря внезапно вспыхнули черным светом, и по мере того, как он продолжал вращаться, спустились две полоски черного света, несущие две вспышки черной ци. Они выглядели настолько плотными, что казались полосами вязкой черной жидкости. Затем черная ци бесследно исчезла в двух гигантских флагах. Внезапно черная ци хлынула вокруг тела Юань Яо и Ян Ли, после чего они начали спускать мощный всплеск духовного давления. Две женщины издавали резкие крики, одновременно поднимая руки и быстро показывая пальцами в сторону Хань Ли. Бесчисленные черные нити выстрелили пеной из кончиков их пальцев и мгновенно растворились в теле Хань Ли. Однако Хань Ли просто слегка вздрогнул в ответ, не проявляя никаких признаков дискомфорта. Юань Яо и Ян Ли невольно переглянулись между собой при виде этого, и обе они увидели свое восхищение в глазах друг друга. Однако они не смели останавливаться, и бесчисленные черные нити хлынули к Хань Ли, как проливной шторм, мгновенно исчезнув в его теле.
Помимо того факта, что тело Хань Ли светилось слабым лазурным светом, ничто не указывало на то, что он вообще испытывал какой-либо дискомфорт. Юань Я и Ян Ли были действительно ошеломлены этим. Двое из них потеряли сознание почти сразу после того, как божественная дьявольская молния была введена в их тело, и количество инской ци, которое было введено в тело Хань Ли, уже намного превысило количество божественной дьявольской молнии, которое им пришлось выдержать. Таким образом, они чувствовали себя довольно нерешительно. Когда две женщины пытались решить, как действовать, прозвучал спокойный голос Хань Ли. «Продолжайте. Я чувствую, как метки на моем теле начали ослабевать». Услышав это, Янь Ли глубоко вздохнула и кивнула Юань Я, продолжив процесс введения. Черная ци вокруг ее тела поднялась, вспыхнув более чем в 2 раза по сравнению с исходной высотой, а затем слилась, образуя шар пронзительного черного света, который полностью окутал ее тело. Юань Я на мгновение помедлила, а затем взглянула на Хань Ли, и его неподвижная фигура, казалось, вселила уверенность в ее сердце, поскольку затем она проделала то же самое, что и Ян Ли. Спустя несколько мгновений 2 угольно-черных столба света вырвались из инской ци и в мгновение К растворились в теле Хань Ли. С таким огромным потоком инской ци сразу Хань Ли невольно застонал от боли, и его тело качнулось, а лазурный свет вокруг его тела стал неустойчив мерцать. Глава 1509. Закаленный хрустальный блок. 2 часа спустя черный вихрь над холмом прекратил вращение. Медленно открылся угольно-черный шар диаметром более 100 футов. От шара хлынул черный свет, неистово впиваясь в 2 массивных черных флага по обе стороны формации. Затем формация послала в массивные флаги всплески чистой инской энергии, хлынувшей прямо к ядру массивной формации. В этот момент небольшая формация на вершине холма уже была полностью окутана черным светом. В результате Хань Ли и 2 женщин больше перестало видно, и кроме тихого гудения, исходящего от формации заклинаний, не было слышно никаких других звуков. Со временем массивный черный шар в небе становился все меньше и меньше. Это было естественно из-за того, что он постоянно терял чистую инскую ци. Внезапно из формации внизу раздался громкий крик, отчего черный свет неуверенно задрожал. Раздался громкий удар, и из черного света вылетел шар зеленого света размером с кулак, пытаясь улететь в определенном направлении. Тем не менее, с холодным хмыканием изнутри черного света вырвалась полоса золотого меча ци и мгновенно раздробила шар зеленого света. Черный свет внутри формации сразу стал более разреженным, раскрывая 3 нечетких сидящих силуэта. В то же время гудение от небольшой формации временно прекратилось. Спустя несколько мгновений из черного света раздался голос Хань Ли, и в нем звучала не только усталость, но и намек на возбуждение. «Спасибо за вашу тяжелую работу. Первая метка уже уничтожена, давайте продолжим. Брат Хань, твое тело действительно может справиться с таким количеством инской ци? Как насчет того, чтобы немного передохнуть?» Обеспокоенно спросила Юань Я. «Спасибо за заботу, фея Юань, но у нас нет на это времени, и мы должны как можно скорее избавиться от 3 оставшихся меток. Любое промедление может оказаться катастрофическим», ответил Хань Ли, криво улыбнувшись. «Если ты думаешь, что все в порядке, то мы с младшей боевой сестрой Юань не будем пытаться отговорить тебя. Если ты не сможешь больше выдерживать это, то дайте нам сигнал, и мы немедленно остановимся», сказала Ян Ли серьезным голосом. «Хорошо, тогда давайте продолжим», без колебаний сказал Хань Ли. Таким образом, Юань Я слегка вздохнула, и черный свет внутри формации снова стал ярче. Затем 2 женщины продолжали выпускать столбы черного света в тело Хань Ли. В тот момент, когда первая метка отслеживания была выброшена из тела Хань Ли и уничтожена, человекоподобная фигура, окутанная зеленым светом, бросила взгляд в сторону Хань Ли с выражением недоумения на лице. Человекоподобная фигура находилась на высокой горе в нескольких сотнях тысяч км от местонахождения Хань Ли, и она пробормотала себе под нос: «Как это могло быть? Моя метка слежения была уничтожена». Теоретически у культиваторов ниже стадии интеграции тела нет возможности сделать это. Неужели он получил помощь от могущественного существа? Человекоподобной фигурой была никто иная, как Му Цин. По какой-то причине она отделилась от группы демонических монархов и отправилась на поиски Хань Ли в одиночку. Во время этого процесса она применила секретную технику, чтобы активировать метку слежения, которую она поместила в теле Хань Ли, тем самым не оставив ему выбора, кроме как уничтожить ее первой. Теперь все стало хлопотно. Метка слежения была уничтожена, хотя мне удалось определить направление, в котором он находится, найти его на такой обширной территории будет почти невозможно. «Похоже, мне остается только полагаться на удачу», пробормотала Му Цин, нахмурив брови, и улетела прочь в виде полоски зеленого света. В другом месте, на бесплодных равнинах, покрытых совершенно белыми костями, 3 человекоподобных фигуры и марионетка встретились друг с другом.
Брат Лю Цзу, мы уже избавились от этой марионетки расы падёнок и двух адских грозовых зверей, так что пора тебе принести божественный эликсир адской реки и разделить его между нами троими, сказала фигура в малиновой мантии, стоявшая на плече фиолетовой кровавой марионетки. Ты все это время игнорировал нас. Неужели ты хочешь забрать божественный эликсир себе? Ты забыл клятвы, которые мы дали, и ограничения крови, которые мы наложили на тело друг друга перед тем, как отправиться в путь? Если Дисюэ и я активируем эти ограничения, не заботьтесь о нашей собственной безопасности, тогда твоя база культивации будет серьезно повреждена, холодным голосом пригрозила седовласая красавица в окружении 8 призрачных монархов. Человек в черном, с которым они столкнулись, и, естественно, был никто иной, как Лю Цзу. Он парил прямо перед седовласой красавицей и фигурой в малиновых одеждах и, взглянув на них двоих, наконец ответил: «Изначально я намеревался разделить божественный эликсир поровну со всеми вами, но, к сожалению, похоже, что кто-то недавно извлек из пруда часть божественного эликсира, и того, что от него осталось, едва хватает для моего собственного использования, так как я могу разделить его со всеми вами. Что скажете, если я возьму себе божественный эликсир, но у меня есть много драгоценных предметов, которые я могу предложить вам взамен, этого будет достаточно?» Какие драгоценные предметы могут сравниться с божественным эликсиром адской реки? Если у вас нет какого-то чудодейственного лекарства, которое может помочь нам продвинуться к стадии Великого Вознесения, что еще может сравниться с ценностью божественного эликсира для культиваторов с нашим уровнем культивации? Яростно спросила седовласая красавица. Между тем фигура в малиновой мантии ничего не сказала. Видя, что фигура в малиновой мантии не стала сразу отклонять это предложение, Лю Цзу повернулся к нему и спросил: «Что ты думаешь об этом, брат Дисюэ?» В данный момент Лю Цзу противостояли два демонических монарха, но если один из них согласится с предложением Лю Цзу, то другой будет бессилен сопротивляться. В конце концов, Лю Цзу был гораздо сильнее любого из них. «Дисюэ, ты сошел с ума на старость лет? Ты серьезно думаешь о том, чтобы согласиться на это предложение?» Холодным голосом спросила седовласая красавица. Если действительно осталось так мало божественного эликсира, то даже если брат Лю захочет разделить его между нами, это никому не принесет никакой пользы, так какая разница, если мы разделим его или позволим одному из нас сохранить это? Может, ты сама хочешь забрать себе весь божественный эликсир, госпожа Лань? Задумчиво размышляла фигура в малиновой мантии темным голосом. Я подумал то же самое, брат Дисюэ. Лю Цзу усмехнулся в ответ. Седовласая красавица слегка дрогнула, услышав это, но затем она сказала с холодной улыбкой на лице: «Кто знает, сколько у тебя на самом деле божественного эликсира? Я лично это не видела, так как я могу поверить этому на слово. В самом деле, я тоже сомневаюсь в этом. Брат Лю Цзу, не мог бы ты представить доказательства?» Спросила фигура в малиновой мантии, и в ее глазах вспыхнул холодный свет. Лю Цзу, немного помолчав, тяжело вздохнул и сказал: «Божественный эликсир адской реки работает исключительно хорошо только при первом применении. При повторном употреблении и купании в нем его влияние будет почти незначительным. Я уверен, что вы двое знаете об этом. Я бы не стал водить вас за нос, если только я не сошел с ума. Вы двое до сих пор не знаете, как хранится божественный эликсир адской реки, верно? Что ты хочешь сказать этим? Неужели добыча божественного эликсира адской реки требует большего, чем просто разорвать его связь с веной духа?» Скептически спросила седовласая красавица. Вместо ответа на ее вопрос Лю Цзу пошевелил рукавом, и в его руку упал предмет. Он осторожно поднял предмет для их осмотра, демонстрируя, что это прямоугольный блок, который, казалось, был сделан из кристаллического материала. Поверхность кирпича была довольно гладкой и чрезвычайно прозрачной. В центре этого кирпича можно было увидеть шар красной жидкости размером с кулак. Несмотря на то, что он был отделен от всех слоем кристаллов, удивительная духовная ци, исходящая из жидкости, все же образовывала струйки белого духовного тумана, который разносился по окружающей местности. Это закаленный хрустальный блок, и это то, что использовалось расой падёнок исключительно для извлечения и хранения божественного эликсира адской реки. Если бы этот объект был помещен в пруд во дворце, он немедленно слился с духовной веной там, и его было бы чрезвычайно трудно восстановить. Когда божественный эликсир втянут в этот объект, даже культиваторы интеграции тела не смогут извлечь из него божественный эликсир за короткое время, если только они не обладают секретным талисман, созданный расой падёнок. Единственный способ извлечь божественный эликсир без талисмана — это использовать истинное пламя в наших телах, чтобы усовершенствовать этот блок более 10 лет. Однако я думаю, что вы можете видеть, как мало божественного эликсира мне удалось извлечь, спокойным голосом объяснил Лю Цзу. Фигура в малиновой мантии осмотрела блок с жидкостью и скептически сказала: «Духовный туман, исходящий из этой жидкости, идентичен туману вокруг пруда, так что это действительно должен быть божественный эликсир адской реки».
Но не кажется ли тебе преувеличением утверждать, что мы не сможем разрушить этот блок? После недолгого молчания Лю Цзу сказала: «Похоже, ты не поверишь мне, что бы я ни сказал. Да будет так, я подниму этот предмет в воздухе над нами, и вы двое сможете совершить одну атаку каждый, чтобы попытаться уничтожить его. Если вы можете оставить хотя бы одну царапину на блоке, я немедленно передам вам божественный эликсир адской реки. Если нет, я возьму божественный эликсир и дать вам двоим другие драгоценные предметы в обмен на него. В качестве альтернативы вы можете активировать ограничения, которые вы наложили на мое тело, но если вы сделаете это, вы двое окажетесь не в лучшем положении, чем я. Кроме того, может прийти третья сторона и забрать божественный эликсир, и в нашем крайне ослабленном состоянии мы будем бессильны остановить их». «Ты серьезно? Глаза седовласой красавицы сразу загорелись, явно очень соблазнившись этим предложением. «Конечно», — усмехнулся в ответ Лю Цзу. «Хорошо, тогда по рукам». Седовласая красавица явно была очень уверена в своих силах. «Если я не смогу повредить этот блок, то я не буду просить предметы взамен. Все, что я прошу, это чтобы брат Лю Цзу сопроводил меня в дьявольскую гробницу, чтобы забрать оттуда сокровища», — сказала фигура в малиновой мантии. Дьявольская гробница. Могущественные дьяволы, похороненные в ней, были мертвы в течение бесчисленных лет, но эти дьявольские артефакты уже достигли разумной воли и даже более могущественны, чем большинство божественных духовных сокровищ. Кроме того, дьявольская иньская ци там довольно плотная, поэтому пройти через него очень сложно. Ты с госпожой Му Цин уже однажды совершили набег на гробницу и потерпели неудачу, верно? Лю Цзу невольно нахмурился. Почему ты задаешь вопрос, на который уже знаешь ответ? Раз этот паршивец Хань еще жив, мы сможем использовать его божественную дьявольскую молнию, чтобы отразить дьявольскую и иньскую ци. Если ты будешь сопровождать нас, то наш успех будет практически обеспечен. Госпожа Му Цин ушел на полпути, скорее всего, уже разыскала этого паршивца Ханя. Глава 1510. Сила Хань Ли. Брови седовласой красавицы нахмурились от условия фигуры в малиновой мантии. Если мы пойдем к дьявольской гробнице, мы, скорее всего, задержимся там довольно значительно. Если в это время прибудет подкрепление расы падёнок, никто из нас не сможет уйти. Голос Лю Цзу был не таким решительным, как раньше. Хе-хе, если раса падёнок действительно может получить доступ к этому месту так быстро, то почему тогда эта марионетка так отчаянно сражалась с нами? Она могла просто дождаться прибытия подкрепления. Ни у кого из расы падёнок нет возможности войти в это место. Разумеется, риск есть, но, разумеется, тебе стоит пойти на некоторый риск ради нас, учитывая, что ты забрал весь божественный эликсир адской реки, брат Лю Цзу, хихикнула фигура в малиновой мантии. Лицо Лю Цзу оставалось совершенно невыразительным, но задумчивый взгляд его глаз указывал на то, что он взвешивает свои варианты. Спустя долгий промежуток времени он наконец ответил: «Хорошо, я могу сопровождать вас к дьявольской гробнице и помогу заполучить 2 сокровища оттуда. Но если вы захотите заполучить дополнительные сокровища, то вам придется делать это своей собственной силой». Ха-ха, по рукам. Что касается закаленного хрустального блока, я верю, что ты говоришь правду, поэтому я не буду пытаться его повредить. Весело хмыкнула фигура в малиновой мантии и отскочила на несколько десятков шагов. Фиолетовая кровавая марионетка рядом с ним также отступила на несколько шагов деревянным способом. «Что ты хочешь сделать, госпожа Лань?» Видя, как Дисюэ заключил с ним сделку, Лю Цзу почувствовал себя намного увереннее, и холодный свет вспыхнул в его глазах, повернувшись к седовласой красавице. Зрачки седовласой красавицы сузились, и только после недолгого колебания она ответила холодным голосом: «У меня такое же условие, как и у господина даосиста Дисюэ, но перед этим я хочу проверить, действительно ли этот блок такой нерушимый, как ты говоришь». «Конечно, тогда вперед! Лю Цзу немедленно поднял руку, и закаленный хрустальный кирпич завис в воздухе на высоте 80 футов над его головой. Седовласая красавица уставилась на блок сияющим взглядом и замахнулась рукавом, и 8 призрачных монархов позади нее мгновенно бросились в бой. Вспыхнул черный свет, и седовласая красавица снова надела черную броню с массивным боевым молотом в руке. Из молота послышались призрачные вопли, и Лю Цзу взглянул на оружие, предупредив: «Твое сокровище действительно очень мощное, но оно не сможет сломать закаленный хрустальный кирпич. Я предупреждаю тебя заранее, не пробуй никаких хитрых уловок во время атаки. В противном случае не вини меня в том, что я напал на тебя. Хаймэм, позволь мне посмотреть, действительно ли эта штука настолько неразрушима». Седовласая красавица полностью проигнорировала угрозу Лю Цзу, метнув свой боевой молот в воздухе. Призрачные инские ветры мгновенно окутали боевой молот, и он резко увеличился в размерах. 8 черепов, инкрустированных в его рукоять, также непрерывно извивались и завывали.
Сразу после этого вокруг молота из воздуха возникли шары зеленого пламени, превратившие его в огромный огненный шар. Это зеленое пламя, казалось, обладало огромной силой, и когда они горели с неистовой мощью, даже окружающее пространство искажалось и искривлялось. Лю Цзу стоял в стороне с совершенно невыразительным выражением на лице, скрестив руки, терпеливо ожидая атаки седовласой красавицы. Однако фигура в малиновой мантии внезапно прищурилась, и на его лице появилось странное выражение при виде призрачного боевого молота. Седовласая красавица громко вскрикнула, и боевой молот обрушился на сравнительно крошечный блок. Однако во время его спуска зеленое пламя вокруг молота значительно увеличилось и выпустило более сотни проекций молота, которые устремились к кристаллическому блоку со всех сторон. Таким образом, эта одна атака была почти эквивалентна более чем 100 атакам. Лю Цзу слегка запнулся, увидев это, но на его лице быстро появилась холодная улыбка. В воздухе послышалась серия грохочущих ударов, словно сотни ударов грома взорвались одновременно, заставляя окружающий воздух беспрерывно звенеть. Фигура в малиновой мантии слегка изменилась в лице при виде этого. Раньше, когда этот боевой молот сражался с формацией черного света в подземном дворце, он не казался таким уж мощным, и только теперь фигура в малиновой мантии осознала истинную степень его силы. Закаленный хрустальный блок был залит пронизывающим зеленым светом, поэтому невозможно определить его текущее состояние. Несколько мгновений спустя седовласая красавица сделала хватательное движение, и все проекции молота мгновенно исчезли, и только настоящий молот полетел назад в виде шара зеленого света. Затем она взглянула на кристаллический блок, и выражение ее лица стало мрачным. После этой яростной атаки закаленный хрустальный блок остался совершенно невредимым. Его поверхность была абсолютно гладкой, без единой царапины. Итак, теперь ты веришь моим утверждениям, верно, госпожа Лань? Даже я не смогу извлечь из блока божественный эликсир адской реки, чтобы разделить его между всеми нами, сказал Лю Цзу спокойным голосом. В этом случае у меня нет выбора, кроме как отказаться от божественного эликсира, но ты должен сопровождать нас двоих к дьявольской гробнице. Седовласая красавица тяжело вздохнула, словно хотела выдохнуть все разочарования в своем сердце. После этого она сделала печать заклинания, и ее доспехи рассеялись вместе с боевым молотом, снова разделившись на 8 призрачных монархов. У меня нет возражений. Дьявольская гробница находится довольно далеко отсюда, поэтому даже если мы попытаемся добраться туда как можно скорее, это займет у нас около полумесяца. Разве до этого мы не должны выследить этого Ханя? Сказал Лю Цзу, махнув рукой в воздухе, и закаленный хрустальный блок мгновенно исчез на месте. Даже два других демонических монарха не смогли определить, как Лю Цзу убрал его. Седовласая красавица и фигура в малиновой мантии переглянулись между собой, и они оба чувствовали себя еще более настороженно по отношению к Лю Цзу. Этот паршивец Хань помечен нами, поэтому он не сможет избежать нашего обнаружения, даже если он убежит на другую сторону мира духов. Подумать только, этот наглый паршивец осмелился бы украсть моих учениц. Как только я выслежу его, используя свою метку слежения, я заставлю его пожалеть обо всем, что он сделал. При упоминании Хань Ли на лице седовласой женщины появилось зловещее выражение. Хе-хе, ты всегда знала, что твои ученицы каким-то образом были знакомы с этим Ханем, но все же планировали высосать их инскую ци, поэтому неудивительно, что он вернулся, чтобы спасти их. Честно говоря, он достоин восхищения. Ему не только удалось сбежать от адских грозовых зверей, он украл 2 твоих учениц прямо у тебя из-под носа. Даже мое кровавое воплощение, которое я усовершенствовал много лет, не смогло его остановить. У него есть смелость и сила в равной мере, хмыкнула фигура в малиновой мантии. Хм. Если ты так им восхищаешься, то почему бы тебе не взять его в ученики? Возможно, он когда-нибудь превзойдет тебя. Холодно хмыкнула седовласая красавица с мрачным выражением на лице. Я культивирую до крови, поэтому, если сопляк Хань не позволит мне высосать его сущность и заменить его кровь, он не сможет использовать моё искусство культивации. Кроме того, я всегда был один, и я никогда не думал о том, чтобы передать свои способности другим, так что зачем мне ученик? Дисюэ холодно усмехнулся. Уровень культивации этого Ханя не очень высокий, но у него есть ошеломляющее количество трюков в рукаве. Вдобавок ко всему, ему удалось так далеко продвинуться по пути одновременной культивации, и его способности намного превосходят силы существ его же ранга. Если ему удастся однажды перейти на стадию интеграции тела, то даже все мы вместе, скорее всего, не сможем сравниться с ним. Конечно, сможет ли он достигнуть этой стадии — большой вопрос. В конце концов, прогресс тех, кто занимается одновременной культивацией, идет намного труднее, чем для обычных культиваторов, размышлял Лю Цзу. Одновременная культивация. Ты уверен, что он идет по этому пути? Откуда ты об этом узнал? Удивленно воскликнула седовласая красавица. Услышав это, фигура в малиновой мантии тоже дрогнула.
У меня есть способность, которая позволяет мне оценивать силу физического тела. Этот ребенок, скорее всего, человеческий культиватор из темного уголка континента Тянь-Юань, а не какое-то существо из расы летающих духов. Я не знаю, как он удалось проникнуть на испытание священных учеников расы летающих духов, но я точно знаю, что физически люди являются одной из самых слабых рас на континенте Тянь-Юань. Однако тело этого ханя не менее могущественно, чем наше. Даже обычные сокровища не смогут нанести вред его телу, а с точки зрения боевого мастерства он должен быть в состоянии соответствовать духовному генералу на поздней стадии. Если он обладает другими способностями, о которых я не знаю, то, возможно, даже обычный великий духовный генерал будет ему не соперник, проанализировал Лю Цзу. Седовласая красавица и фигура в малиновой мантии были ошеломлены яркой оценкой Лю Цзу Ханьли, и, взглянув друг на друга, оба увидели удивление в глазах друг друга. Они знали, что Ханьли был необычным существом, но они предполагали, что его силы будут сравнимы с силой духовного генерала на ранней или средней стадии. Хочешь сказать, что он может запросто противостоять великим духовным генералам, будучи духовным генералом на поздней стадии? В этом мире действительно есть некоторые способности, которые действительно противоречат естественному порядку, но, конечно, он не может сравниться с существом с превосходящим уровнем культивации. Седовласая красавица довольно скептически отнеслась к заявлениям Лю Цзу. Хе-хе, я действительно верю в слова брата Лю Цзу. Много лет назад я столкнулся с человеком на стадии пространственного закаливания, но этот человек смог убить существ на ранней стадии интеграции тела с помощью формации мечей. Люди могут быть от природы очень хрупкими с рождения, но их, конечно, нельзя недооценивать. Внезапно вмешалась фигура в малиновых одеждах. Седовласая красавица холодно хмыкнула, словно ее не убедили, но нерешительный взгляд ее глаз указывал на то, что она действительно не знала, чему верить. Хватит разговоров по этому поводу. У этого ханя действительно много секретов, и он обладает блестящим потенциалом, но он должен сначала реализовать этот потенциал, чтобы это было засчитано. Сейчас наша приоритетная задача — найти его и заставить выполнять наши приказы. Не знаю, как ему удавалось так долго избегать нашего обнаружения, но если мы вместе активируем наши метки слежения, он не сможет продержаться так долго. Если мы хотим добраться до дьявольской гробницы так быстро, как возможно, тогда мы должны поторопиться, спокойным голосом сказал Лю Цзу. В самом деле, брат Лю Цзу. Госпожа Лань, давай. Что? Моя метка слежения была уничтожена. Фигура в малиновой мантии усмехнулась и согласно кивнула, но, когда он собирался что-то сказать седовласой красавице, на его лице внезапно появилось выражение недоверия и гнева. Что? Дай мне попробовать. Сердце седовласой красавицы содрогнулось от шока, и она поспешно закрыла глаза в попытке активировать свою метку. Спустя несколько мгновений она снова открыла глаза, и на ее лице появилось зловещее выражение. Моя метка слежения на месте, но она полностью заблокирована. Брат Лю Цзу, активируй свою метку слежения. Вместе мы сможем выследить его. К сожалению, я не смогу этого сделать. Моя метка слежения исчезла раньше, чем метка слежения брата Дисюэ, спокойно ответил Лю Цзу. Что? Фигура в малиновой мантии и седовласая красавица были ошеломлены его словами.